Всем привет! С вами Оля, вы на канале Шитие Мое, и мы продолжаем с вами создавать упрощенный жакет с нуля. Хочу отметить, что этот жакет будет создаваться без всяких правил, без каких-то умных технологий. Да, я понимаю, технологии создавались тысячелетиями, но я хочу сказать, и не только я об этом говорю, и многие профессионалы утверждают, что я, кстати, с ними согласна, что технологии идут вперед и технологии меняются. Поэтому, если вы решите мне написать, что по технологии то-то, то-то я сделала неправильно, то я вам даже не отвечу. То есть я даже буду просто игнорировать эти комментарии. Итак, мы сегодня с вами приступаем к построению. Возможно, мы сегодня построим только спинку, но если я успею, у меня просто время ограничено, если я успею, мы построим с вами полочку. И, кстати, что хочу сказать, у меня здесь несколько заготовок имеется. То есть я уже подготовила, прорисовала, продумала свою выкройку в нескольких вариантах. То есть спинка у нас остается одна. Единственное, что в конце, в последнем варианте мы с вами добавим выточки талиевые, а полочку мы с вами будем менять. Потому что, согласно опросу в нашем телеграм-канале «Швейная продленка», в принципе, есть желающие... Ну, максимально желающих, да, это 3 варианта. То есть это простой, прямой или слегка приталенный по бокам жакетик без нагрудной выточки, ну и, конечно же, без талиевых выточек, то есть максимально упрощенный. Я покажу такой вариант полочки. Второй вариант полочки у нас будет... Опять же, слегка приталенный по бокам без талиевых выточек, но мы сделаем с вами нагрудную выточку, которую в процессе потом мы можем с вами моделировать или, допустим, размоделировать, ну или куда-нибудь перенести, то есть мы будем с ней играть. И третий вариант это жакетик, не просто приталенный, а приталенный со всех сторон, можно сказать, то есть с талиевыми выточками, с нагрудной выточкой. И еще я хочу дополнительно показать, кстати, этот вариант, по-моему, был меньше всего, но еще второе место по голосам занял жакетик, который с рельефами. И если, ну, то есть, чтобы сделать рельефы, нам нужны выточки. Нам нужны и талиевая выточка, и нагрудные выточки. Если вы готовы, допустим, хотите рельефный, то есть с рельефами жакетик, то, пожалуйста, то есть мы с вами пройдем все этапы, все вот эти варианты. Я хочу показать максимально, то есть дать максимальную информацию. Хочу, опять же, вернуться к тому, что это будет без специальных технологий, то есть без учета вот этих специальных технологий, каких-то заумных, да, то есть все по-простому, все по-русски. И, кстати, да, выражаться я буду тоже по-простому, то есть простым человеческим языком. Может быть, где-то какие-то термины я буду говорить, но я буду рассказывать, что это такое. То есть, другими словами, я работаю не для профессионалов, потому что профессионалы и так все знают, и так все могут. Вы можете только что-то подсказать, рассказать, возможно, что-то показать, если вы имеете свой канал, да, если вы имеете возможность. Но я уже сказала, что я буду работать для простых людей, которые хотят, но не знают как. Хотят, допустим, сшить себе жакетик, но не знают как. Значит, с чего мы начнем? Давайте для начала вспомним, что мы уже проделали. В первой части мы с вами определились с моделью, что мы будем шить: жакет, кардиган, пальто, блузон или что-то еще. Во второй, кстати, можно даже и платье сшить по такой выкройке. Сделали удлиненный, то есть легкая ткань, сделали немножко длиннее, немножко, может быть, расклешили, то есть по вашему желанию, и у вас получилось платье. Можно сделать под поясок, тоже будет очень симпатично. Далее, в первой же части мы с вами определились, какую мы будем использовать ткань. Возможно, кто-то еще не определился, как я. Я еще в процессе ожидания своего габардина, то есть я еще буду смотреть, какой он придет. Если нет, то, если не то, что мне нужно, если мне не понравится, то я уже пойду в магазин и буду тактильно, да, выбирать себе ткань.
Во второй части мы с вами сняли мерки. Я очень подробно показала, как снять с самой себя мерки и как я буду использовать именно эти мерки. Я уже сказала во второй части, что я снимаю некоторые мерки не так, как многие другие мастерицы, не так, как многие профессионалы. Практически все профессионалы используют 7-й шейный позвонок. Я его в расчет вообще не беру. Нигде и никак. Итак, мерки сняты, модель выбрана. Давайте приступим. Итак, мы с вами определяемся с прибавками. Я для себя решила, что моя прибавка будет к общему обхвату, то есть вот к обхвату груди, к обхвату бедер будет 8 сантиметров. Что касается талии, к талии можно прибавить чуть больше, потому что все-таки, если вы будете делать приталенный, то очень приталенный жакет будет некрасиво смотреться. То есть жакет должен быть слегка приталенный. И если у вас, допустим, большая разница между обхватом бедер и обхватом талии, то можно сделать выточки талиевые, да, но не такие, чтобы прям впритык. То есть не 8 сантиметров, а, допустим, 12-15 сантиметров к обхвату талии. И это при том, что если у вас большая разница между бедрами и талией. Итак, немного отступив от верхнего края листа, ну, немного, сколько у меня тут, ну, много, наверное, я отложила. 10-12 сантиметров, это много, можно поменьше отложить. Я прорисовываю, назовем ее горизонтальную линию, но не до конца листа, а немножко, ну, допустим, наполовину листа. Кстати, ширина листа у меня 62,5, ой, прошу прощения, 61 сантиметр, здесь у меня другой лист вошел, 61 сантиметр, но вы учитываете, что вы должны в эту половинку, то есть в этот лист войти ваша половинка с прибавками, да, то есть у меня получается 102 сантиметра максимальный объем, это обхват груди, плюс 8 получается 110, и мне нужно минимум сюда 55, и плюс еще на полузанос, то есть даже не полузанос, это будет у нас на лацкан. То есть мы должны учитывать, что мы должны войти в ширину нашего листа. Если вы не входите, можно подклеить потом кусочек. Ну и длина у меня, конечно же, на сантиметров 15 больше, чем длина изделия. Длину изделия я измеряла по полочке от высшей точки плеча через верхнюю точку груди до низа. Итак, я провожу небольшую произвольную линию горизонтальную. От этой линии вниз я провожу под прямым углом линию. Ну, у меня здесь прям вот в край идет черная линия, видно. Вертикальную. Я уже ее почти до конца провожу. И ставлю в этом углу точку 0. Точка 0. От этой точки 0 вниз для жакетика можно отложить 2,5-3 сантиметра. Я не думаю, что будет больше. Хорошо, если мы сделаем больше, то будет у нас сильно отходить вот эта вот часть воротника, то есть это называется росток, тоже будет некрасиво. А если будет сильно мало, слишком мало, то будет впиваться в шею, тоже некрасиво. Значит, я советую сделать 2,5, то есть это минимальное, да, а при примерке мы можем с вами всегда откорректировать, то есть лучше лишнее срезать, откорректировать линию. Когда вы примерите, вы увидите, если впивается, то тогда можно откорректировать. Если нормально, то тогда нормально. Вот, если мы с вами сделаем слишком глубокий вырез по спинке, по ростку, то уже как бы не исправишь, да, если слишком будет много. Значит, сюда я ставлю 2,5 сантиметра, и в глубину, то есть по ширине горловину я делаю 8 для себя. Если у вас размер маленький, у меня размер, на что ориентироваться? Если, допустим, ориентироваться на обхват груди, то у меня получается 50 размер, грубо говоря, да, 50 размер. В общем, смотрите, ну, средний размер, я считаю себя средним размером, да, среднего размера, я беру 8-8,5 сантиметров. Если у вас маленький размер, можно взять 7-7,5 сантиметров. Если у вас большой размер, то чуть больше 8,5, то есть 8,5, 9,5, я думаю, что 10 это прям максимум, это для очень большого размера. Я беру 8 сантиметров, то есть от точки 0, по горизонтальной линии я откладываю 8 сантиметров, точка 8, и плавной вот такой полудугой я соединяю две эти точки, 2,5 и точка 8. Далее мы с вами берем ширину плеч, мы измеряли в прошлом видео, делим пополам, ничего я не прибавляю, и откладываю от точки 0
опять же по горизонтальной линии. У меня получается 19 сантиметров. 19, точка 19. От точки 19 вниз под прямым углом я отмеряю 2,5 сантиметра. 2,5 сантиметра это стандарт. Обратите внимание, какие у меня плечи. Я надеюсь, видно, да, на белом фоне светло-голубое платье. То есть у меня, как бы, можно сказать, стандартные плечи. У кого-то есть сильно вот такие вот покатые, опущенные, у кого-то более вот такие спрямленные. То есть вы себя в зеркале видите, да, если у вас более спрямленные, то берите 1,5-2 сантиметра от точки 19, ну у вас это свое число, да, то есть вот от ширины плеча вниз вы видите себя, если у вас вот такие прямые плечи, прямые, вот эта линия, максимально прямые, то вы берите 1,5-2 сантиметра. В крайнем случае при примерке вы опять же откорректируете. Если у вас очень покатые плечи, то возьмите 3 сантиметра. Опять же при примерке, если это будет мало, то можете откорректировать. Но если вы боитесь, если вы не понимаете, какие у вас плечи, берите 2 сантиметра и при примерке опять же будете это все корректировать. Корректируется только вот эта линия, то есть вот эта вот точка. Эта точка останется на месте, а вот эта точка будет корректироваться. То есть вы вот здесь можете вот так забрать, если надо будет, если она сильно вот так будет торчать, вот эта точка, вот эта вот линия, то вот тут вот можно будет забрать. То есть это все легко делается. Теперь от точки 8 через точку 2,5, у меня это 2,5, я провожу прямую линию и чуть-чуть вперед. Теперь от точки 19 вниз мы с вами отмеряем глубину проймы плюс прибавка на свободу. Опять же, мы не должны делать вот так вот впритык, да, у нас не должна быть пройма впритык. Нам нужна свобода, и эта свобода минимум 2-2,5 сантиметров. Я взяла 3 сантиметра, у меня пройма 20, я взяла 23. Беру 23. И для контроля вот сюда 23 откладываю и провожу прямую линию. Можно ее, в принципе, до конца листа провести. Это у нас будет линия груди. И хочу вернуться еще к пройме, то есть к прибавкам. Я добавила 3 сантиметра, да, я уже сказала. У меня глубина проймы по базе 20 сантиметров. Я добавила 3 на свободу. При моих 8 сантиметров плюс к обхвату, да, на свободу, 3 сантиметра это будет достаточно. Можно сделать 2-2,5, то есть можно добавить к пройме 2-2,5. Опять же, это зависит от вас. Вы можете добавить 2, то есть вы можете прибавить к пройме 2 сантиметра, а при примерке, опять же, вы можете все время, то есть всегда можете углубиться, да, то есть если вы углубитесь больше, то вам уже не нарастить эту часть, ну, если вам не понравится, да, но я думаю, 2,5-3 сантиметра этого достаточно. Конечно, если вы шьете пальто, то можно добавить еще 0,5-1 сантиметр, если вы планируете шить пальто. И опять же, даже если вы планируете шить пальто, вообще вы можете сделать так, как делаю я, допустим, 2,5-3 сантиметра, а, допустим, когда вы уже будете сметывать для примерки детали пальто, опять же, вы посмотрите, и если захотите, вам можно будет углубить. То есть, если, опять же, если вы углубите больше, чем вам хочется, вы уже потом не наставите, не нарастите эту деталь. Итак, я думаю, что все понятно. Теперь по линии груди, у нас уже есть линия груди, я откладываю те же 19 сантиметров. Соединяю эти точки прямой линией. Я прорисовываю эти линии для того, чтобы вы видели, но вы можете взять, то есть вы, естественно, берете карандашик, все это прорисовываете карандашиком, а потом уже контур, который будет основной, я расскажу какой, вы уже обводите фломастером или маркером, и это у вас будет вот эта вот конструкция. Кстати, эту конструкцию вы можете оставить как базовую для таких вот легких изделий. Вполне, очень даже можно. Теперь смотрите. Скос плеча я продлила, да, я сделала ее произвольной, но мне нужно сделать линию плеча такой, чтобы у меня плечо вошло. То есть я продляю ее от этой точки, продляю на 1,5 сантиметра. Ну, я вот так вот измеряю 13 сантиметров, у меня как раз плечо 13 сантиметров. Мы не мерили, не измеряли эту мерку, но вы можете сейчас взять вот так и измерить от высшей точки плеча до крайней точки плеча, вы можете измерить и посмотреть. У меня 13 сантиметров. Если вы хотите
удлинить плечо, если вы хотите, допустим, расширенные плечи, но мне нельзя с моей фигурой, я поэтому делаю все компактно. Если вы хотите удлинить, то сделайте еще, ну, 0,5-1 сантиметр сюда добавьте, да. Если нет, то делайте так, как делаем. Значит, я сюда прибавила еще 1,5 сантиметра. Теперь мне нужно, я беру угольник, прикладываю к плечевому скосу плеча. Вот эта линия у меня идет ровно по угольнику. И вот сюда, вот здесь у меня идет прямой угол. То есть вот он прямой угол, да. И сюда мне нужно, то есть вот эту линию мне нужно продлить до вот этой вот ширины спины, назовем ее так, да, до линии ширины спины. Плавной линии, чтобы здесь не было никаких углов. Теперь, что касается вот этой линии, пройма, прежде чем мы будем вырисовывать пройму, нам нужно взять обхват груди, сделать прибавки, которые мы хотим. У меня это будет 8 сантиметров, я уже сказала. Значит, если у меня будет 8 сантиметров, у меня получается 110. 110 делим на 4, не на 2, а на 4. Получаем 27,5. Значит, от этой линии вертикальной я откладываю 27,5 сантиметров. Ставлю точку. Вот здесь у меня будет 27,5. И теперь мне нужно углубить. То есть мне нужно, смотрите, у кого-то эта точка будет, я карандашик возьму, у кого-то эта точка будет вот здесь. У кого-то вот здесь. И нам, соответственно, от этой точки у нас будет линия, то есть вот эта вот линия плавная проймы будет разной. Если она вот здесь у вас эта точка, то она будет вот так. Вы просто делаете ее плавненько, то есть соединяете вот эту точку вот сюда с этой линией. Просто на глаз, как она вам нравится. Если она здесь, то она у вас получится вот так, да? Опять же, вот здесь не должно быть какого-то там острого угла. Здесь все вы ведете прямо ровненько. Ну и я веду вот так вот свою проймочку. Она просто должна вот так визуально быть логичной, скажем так. Вот это я все убираю и повторяю маркером свою пройму. Плавная, круглая, красивая. Можно воспользоваться лекалом, да? Вот так можно было воспользоваться. Ну, если нет лекала, все это делается на глаз. Я сейчас скажу, сколько у меня от угла по диагонали. У меня получается где-то примерно 3,5 сантиметров. Но опять же я говорю, зависит от того, насколько у вас вот эта вот разница от ширины спины до вот этой точки, то есть 1/4 груди с прибавками. Вот от этой разницы будет зависеть, какая у вас будет диагональ и какая у вас будет линия. То есть это все вы только себе доверяете, никому больше. Дальше. То есть верхняя часть у меня готова. Теперь мы переходим к нижней. От точки 8, скажем так, или от точки 19, или от точки 0, неважно, от верхней линии, вниз мы с вами откладываем длину спинки до талии. У меня это 37 сантиметров. Я измеряю и для контроля еще одну точку ставлю. И через эти точки я провожу полностью по всему листу линию талии. Сразу по всему листу. Давайте напишем. Это талия. Это линия груди. Это будет линия талии. Теперь от линии талии мы с вами определяемся с высотой бедер. Сразу. У меня это 17 сантиметров. Опять же, для контроля я ставлю вторую точку 17. И через эти точки я опять же по всему листу, до конца листа, провожу линию бедер. Теперь, внимание, по линии бедер мы с вами, так, талию пока мы не трогаем, да, мы с вами по линии бедер. Кстати, давайте сначала еще определимся с длиной изделия. Значит, я беру для себя длину изделия 72 сантиметра, но строим мы спинку, а длину изделия я измеряла по полочке. Для такого построения, то есть для этого варианта построения, которое у нас не будет иметь ни талиевых, ни нагрудных выточек, мы с вами берем
длину изделия, которую измеряли, у меня это 72 сантиметра, и отнимаем 2/3 разницы между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии. Если у меня длина спинки 37, длина полочки 43, разница 6 сантиметров. А 2/3 у нас получится 4 сантиметра. То есть треть выточки моей это 2 сантиметра. 2/3 4 сантиметра. Значит, 72 мне нужно отнять 4. Получится 68. От точки 8 или от точки 0, неважно, вниз мы с вами отмеряем 68 сантиметров. Вот они у меня 68 сантиметров. Так, для контроля. Провожу линию низа. Опять же, линию низа мы проводим не до конца, как верхнюю линию, да, как первую, а где-то примерно к серединке, то есть произвольно. Далее мы с вами по линии бедер, назовем ее линия бедер и линия низа. Определим, да? Значит, по линии бедер мы опять же с вами измеряем бедра, ну то есть у нас уже есть эта мерка, делаем прибавки нужные и опять же делим на 4, отмеряем от вертикальной линии нашей средней, центр спины, можно ее, кстати, даже вот так обозвать, центр спины. От центра спины по линии бедер отмеряем. Если у меня обхват бедер на сегодняшний день 99 сантиметров, я опять поправилась почему-то, значит, я прибавляю, можно, конечно, прибавить те же 8, которые мы прибавили к обхвату груди, но в моем случае, так как у меня обхват бедер меньше, чем обхват груди, я могу к бедрам прибавить больше. То есть, если здесь будет на пару сантиметров больше свободы, это будет не страшно, это будет нормально. Допустим, я округлю. То есть я могу в своем случае сделать просто прямую линию. Если у меня обхват бедер, то есть по линии груди 27,5, я по линии бедер тоже могу взять 27,5, и это будет, не будет считаться ошибкой, то есть это будет правильно. Если у вас обхват бедер намного меньше, чем обхват груди, то вы сделайте на пару сантиметров больше прибавки, на 4 сантиметра, да, больше, чем обхват груди. И уже отсюда отмеряйте, сюда ставите точку. И через эту точку, от линии груди, через эту точку вы ведете линию вниз. То есть у вас получится немножечко заужение. Если у вас обхват бедер больше, конечно же, чем обхват груди, естественно, таких фигур много, большинство. Допустим, у вас моя линия, то есть ваша линия будет, например, вот здесь где-нибудь. Вот здесь. Вы ее, естественно, проводите от точки, от линии груди через эту точку вы проводите линию вот так вниз. Можно от линии бедер к низу немножко заузить или сделать линию прямой. Опять же, это на ваш вкус, как говорится, и цвет. Но тогда, когда у нас будет строиться полочка, она у нас будет наложение, то есть заходить на спинка на полочку или полочка на спинку, неважно. То есть если полочка у нас, как показать, если спинка у нас вот так идет, да, вот так идет, а полочка у нас будет идти вот так. То есть понятно, что вот это будет, вот так вот будет полочка, а вот так вот будет спинка. Я думаю, что это понятно. Если непонятно, мы к этому еще вернемся чуть позже, когда будем строить полочку. Так, значит, что у нас осталось от спинки? Я хочу сделать приталивание. Почему? Потому что для таких фигур, как моя, если вы еще не знаете, если у вас такая же фигура, как у меня, то есть обхват бедер меньше, чем обхват груди, то вы просто внимательно рассмотрите себя, надев на себя прямое изделие. Вы в прямом изделии будете выглядеть как бочоночек. То есть у вас прямое изделие не будет висеть вот так вот прямо. Оно у вас в любом случае будет к низу заужаться. Ну вот так мы выглядим. Я замечала очень много
на улице таких фигур, и люди просто не видят, да, на себе, не видят, не обращают внимания. Ну, прямое, ну, мне комфортно и комфортно. Но я не люблю вообще, в принципе, вот такой фасон. Бочонок, я не знаю, там, кокон, вот эти вот все фасоны, которые добавляют талию и добавляют вообще тебе массы. Я таких вообще, такой фасон не люблю. Поэтому я всегда и везде делаю легкое приталивание. Даже если я планирую шить прямое изделие, прямое пальто, прямую какую-то куртку, прямую жилетку, мы с вами шили жилетку стеганую, я ее тоже приталила. Поэтому по линии талии от центральной линии, то есть это у нас боковая линия, я отложу для себя 2 сантиметра. Но смотрите, 2 сантиметра это к 1/4. То есть 2 сантиметра, если к 1/4 мы умножаем на 4, у нас получается 8 сантиметров. Я убираю от талии 8 сантиметров. Вы обязательно, мы с вами промеряли обхват груди, обхват талии, обхват бедер, мы все с вами промеряли. И если у вас, допустим, обхват груди у меня, допустим, 102 сантиметра, обхват талии 80. Разница 22 сантиметра. То есть у меня позволяет эта разница. А если у кого-то разница не позволяет, то есть, допустим, разница между обхватом груди и обхватом талии, ну, сантиметров 10, да, то вам эти 8 сантиметров будет много. Возьмите 1-1,5 сантиметра. То есть вы, опять же, все это смотрите на своей фигуре. То есть по себе смотрите, да, тогда вам 2 сантиметра будет очень много. И тогда у вас будет, если вы сделаете вот здесь вот много, у вас натянется вот эта часть по спинке, и у вас будут там морщинки, когда вы будете носить это изделие. Учитывайте это. Итак, я соединяю точку 2 с точкой 27,5, то есть с линией груди, и соединяю с линией бедер. Все, вот она моя спинка. Я сейчас, значит, проговариваю. Линия низа, боковая линия идет вот так в приталивание, через точку 2 идет к точке 27,5. Далее идет пройма, пройма идет к точке 1,5, далее идет скос плеча к точке 8, горловина и центр спинки. Вот это наша спинка. Все остальные линии нам уже не нужны. Единственное, что да, вот эти вот линии горизонтальные мы можем еще использовать, но все остальные линии нам уже не нужны. Итак, я сейчас посмотрю, у меня время, если позволяет, то мы построим. Так, немножечко еще есть время. Мы можем пока начать строить полочку. Смотрите, у нас есть линия груди, которую мы продлили от спинки. Есть линия талии и линия бедер. Давайте напишем грудь, талия и бедра. Линию низа пока не трогаем. Линию верха пока не трогаем. А теперь смотрите, от линии груди вверх нам нужно отложить, во-первых, 23 сантиметра у меня была глубина пройма с прибавкой, у вас это другое число. Я откладываю вверх 23 сантиметра, пока карандаш беру. И плюс к этой цифре я еще добавляю 1/3 разницы между длиной спинки и полочки. У меня это 2 сантиметра, 1/3. Получается 25. Для контроля еще одну точку 25 ставлю. И через эти точки уже от другого края листа я провожу, опять же, пока произвольную горизонтальную линию. Вот так я проведу. Ну, то есть они вот тут у меня практически сходятся. Теперь мы с вами ориентируемся на обхват груди. То есть по линии груди у меня 1/4 27,5. Значит, сюда я откладываю от боковой линии 27,5. Либо я 27,5 умножаю на 2. И 55 сантиметров у меня получается вот здесь. 55 сантиметров от края до края. Здесь можно тоже вот так сразу 55 сантиметров отложить. Так. И проводим прямую линию вверх. Через эти точки. Ой, вот здесь вот немножко скосила. Так. И это у нас будет центр переда. Прошу прощения за мой почерк, потому что тороплюсь. Далее, смотрите, от центра переда, опять же, вот это будет точка 0. От центра переда мы откладываем по горизонтали ту же цифру, что и здесь, то есть ширина
горловины у меня это 8 сантиметров. Далее от той же точки 0 я откладываю 19 сантиметров, половина ширины плеч. Опять же по линии груди я откладываю те же 19 сантиметров, ширина плеч. Провожу прямую, соединяю вот сюда, то есть соединяю эти две точки. Теперь от точки 19 уже по переду я откладываю вниз те же 2,5 сантиметра, которые откладывала по спинке, но прибавляю 2 сантиметра, то есть 1/3 от разницы длины спинки и полочки. И получаю 2, здесь 2,5 плюс 2, 4,5 сантиметра. От точки 19 вниз откладываю 4,5 сантиметра. Здесь точка 8, значит от точки 8 я соединяю, то есть провожу через точку 4,5 линию. Здесь у меня, то есть измерим, да, от точки 8 до точки 1,5, ровно 13 сантиметров. Здесь линия должна быть точно такой же, ровно 13 сантиметров. Вот она, скос плеча. И теперь, опять же, прикладываем угольник к линии, к скосу плеча, к этой точке. И вот здесь у нас должен быть максимально прямой угол. Вот этот угол должен быть прямой. И опять же мы с вами ведем сюда. И немножко мы заходим за линию ширины груди. То есть ширина груди у нас, конечно, будет меньше. Мы просто отложили ширину плеч вот так вот, да, и соединили. Вот. Мы с вами ведем вот этот прямой угол, вот эту линию, немножко. Здесь у нас может зайти за линию ширины плеч на 0,7, 1,5 сантиметра, 1,5 это максимум. Вот, то есть смотрите, да, за этим. Вот так вот я провожу и плавно-плавно выхожу вот сюда. Опять же, эта линия у всех будет разная. Что касается проймы, это вообще такая история. Тут с точностью никто вам не скажет, какая у кого будет. Конечно, если это будет мастер, то он вам все измерит, он вам все нарисует. А если вы не мастер, то вы должны просто смотреть на логичность линии. Вот у меня такая линия. И опять же, если у вас, допустим, вот эта ширина будет меньше, то у вас и эта линия будет меньше, да. И у меня здесь получается ровно, ну, даже не ровно, а где-то 2,5, 2,8, 2,7, вот так где-то примерно, да, по диагонали. Если здесь 3,5, то здесь примерно 2,7, вот так. Ну, опять же говорю, если вот это вот расстояние будет меньше, то здесь будет, конечно же, меньше. Это зависит от вашей фигуры. Так, здесь немножко начертила, ну ладно, я потом это все исправлю. Теперь переходим к переду, смотрим время, пока еще позволяет. Что касается горловины, то есть глубины, чем глубже мы вырежем сейчас нашу горловину для нашего жакетика, да, в моем случае это будет жакет, тем больше и виднее будет воротничок. Для примера я вам сейчас покажу мой новый жакетик. Кто еще не видел, вот такой у меня интересный жакетик, праздничный, нарядный. Значит, смотрите, у меня здесь очень достаточно глубокое декольте на одной пуговке. И вот, если, допустим, лацканы я застегиваю, то у меня все равно получается вырез достаточно глубокий. То есть у меня здесь, если смотреть от еременной впадины, ну, примерно вот она вот тут вот начнется, то у меня получается 10 сантиметров. Но если считать от точки 0, то это будет 16-17 сантиметров. Если я возьму чуть меньше, то есть у нас классическая в базовой выкройке, да, это примерно 6, 7, 8 сантиметров от высшей точки плеча или от точки 0 вниз. 7-8 сантиметров, у кого-то 6, да, смотря какой размер. И, значит, от этой уже точки мы будем, то есть мы можем углубляться. Вот, это уже еремина впадина. И от этой точки мы с вами определяемся, насколько мы хотим опуститься, то есть насколько мы хотим вот это декольте закрыть или открыть. И от этого будет зависеть воротничок. Видите, какой он у меня большой, то есть он спускается вниз. Он же может быть и вот такой, он же может быть и вот такой, то есть вот так, да. От этого будет зависеть, то есть вид вашего жакетика. Что у меня будет? Если от точки 0, ну,
по базовой, грубо говоря, у меня где-то примерно 7,5 сантиметров по базовой. Но здесь я хочу взять, ну, сантиметров 15. От точки 0 вниз я беру 15 сантиметров. И смотрите, вот здесь мне тоже нужно, может быть, не совсем прямой угол, но максимально мне нужно вот здесь вот вывести прямой угол, да. Может быть, чуть-чуть он будет остренький, но максимально должен быть не сильно острый, скажем так. Значит, от этой точки до этой точки мне нужно вывести линию, но я не советую выводить линию вот такую, сильно углубляться. То есть, опять же, это будет вот здесь открыто, да. Я хочу сделать такую, ну, даже минимально открытую, вот такую плавненькую. Вот это все убираю. То есть, смотрите, здесь у меня практически нет, ну, вот уголочек идет. Вот так. Красиво. И эту линию я продляю дальше, но ее, вот эту линию, можно чуть-чуть приподнять. Если вы приподнимаете, то здесь, да, будет немножко вот так вот, да. Опять же, я сейчас начеркала, ладно, уберу. Но я ее хочу сделать все-таки вот такую плавненькую и такую сдержанную. Вот так. И вот эта часть у меня уже будет лацкан. Сколько у меня здесь остается? 6 сантиметров. То есть вот эта часть у меня 6 сантиметров. Так, воротничок мы будем делать не такой, а я хочу показать немного посложнее. Все время заканчивается у меня. Так, значит, смотрите, теперь от центра переда по линии талии я отложу 3 сантиметра. Это на полузанос. Также я откладываю от линии бедер 3 сантиметра и соединяю эти точки, то есть через эти точки я провожу линию вниз. Теперь, смотрите, вот она моя линия низа. По переду от линии низа вниз я должна добавить еще 1/3 от выточки, то есть от разницы между длиной спинки и полочки. По переду вниз откладываю 2 сантиметра. Вот здесь я продляю. И плавно-плавно иду к боковой линии вот так. Вот здесь они у меня должны сойтись, вот эти точки. Далее вот эту точку, вот эту линию я соединяю вот сюда. Можно ее сделать прямой, можно ее сделать немножечко вот так вот вогнутой. То есть это уже тоже ваше дело, ваше решение, что вы будете делать. Смотрите, у меня линия боковая прямая совершенно, потому что я сказала, у меня есть разница, но разница между обхватом груди и бедер в пользу груди. Поэтому я сделала прямо. У кого-то будет эта линия, у кого-то она будет вот сюда уходить. То есть на заужение к спинке, и у кого-то на заужение полочки, да, у кого-то наоборот. То есть если у вас обхват бедер будет больше, вообще по факту, если больше, то у вас получается линия бедер. Так, давайте уже, наверное, другой маркер сейчас возьму, да. У вас получается спинка будет идти вот так. Вот она у вас будет, боковая линия спинки. Так, это у меня что? А вот так у вас будет идти боковая линия полочки. Ничего не видно. Ладно, вот так у вас будет идти боковая линия полочки. Я надеюсь, понятно. Вот она. Вот так, если будет спинка. Вот так, вот это все убираем. Вот это боковая линия спинки. А если вот так мы все убираем, вот это вот остается линия, боковая линия полочки. И уже от этих линий мы с вами делаем приталивание. Если у вас вот эта спинка идет от линии талии, мы сюда, в сторону спинки, откладываем 2 сантиметра. И у вас получается приталивание вот здесь. Очень плохо, конечно, что у меня нет цветных маркеров. И отсюда, от линии бедер вниз, мы можем уже сделать прямую линию. То есть мы можем, смотрите, вот она у нас будет идти, спинка. Вот она. Я думаю, что понятно. Я думаю, что видно. Я прям жирно-жирно сделаю. Вот она будет спинка. Так, полочка. Полочка. Вот она шла у нас линия полочки. Значит, в сторону полочки я откладываю 2 сантиметра. И
и делаю приталивание от линии талии к линии груди. Вот она у нас идет, боковая линия полочки, да, вот она, вот это все убираем, вот она. Сюда я веду к этой точке линии бедер и отсюда делаю по прямой. То есть я сейчас прорисовываю жирным красным фломастером боковую линию переда. Вот смотрите, я прорисовала линию, то есть закрыла все лишнее, спрятала, прорисовала линию бока спинки, да, с приталиванием уже. И вот она будет идти у нас, боковая линия полочки. Когда мы с вами будем кроить уже изделие, нам нужно будет вырезать, но вырезать, вы будете вырезать вот таким образом, уголочками, да. Сейчас покажу. Вот вы вырезаете боковую линию. Вот эта линия у вас будет проходить не отсюда, а вот отсюда. Вот вы вырезаете полочку и пошли сюда. Вот так. Вот так вырезаете. Время уже на исходе у меня, ну, постараюсь показать. Конечно, можно эти уголочки сделать побольше, но я думаю, что для новичка чем меньше, тем лучше. Я уже не буду это. Так, вот она у нас пошла линия, боковая линия переда и боковая линия спинки. Вы теперь смотрите, я убираю. Вот они у меня уголочки. Видно уголочки. И когда мы с вами будем кроить, опять же сейчас низ уберу. Когда мы будем с вами кроить, мы будем ориентироваться вот на эти уголочки. В принципе, можно сейчас вот так вот подложить кусочек бумажки, да, приклеить ее и вот, пожалуйста, вот по этим уголочкам мы будем ориентироваться. Вот она наша будет линия. И все, и она плавненько уходит вот сюда. То же самое и здесь. То же самое здесь. Убираем спинку. Приклеиваем бумажку, если нужно. Вот она у нас идет низ полочки. Продлеваем. Вот они у нас по краешку вот этих уголочков. У нас идет линия, боковая линия полочки. То есть здесь все понятно, да? Что касается меня, так вообще все просто. У меня все прямо. То есть вот эта линия прямая. От этой линии в одну и вторую сторону я отложила по 2 сантиметра, приталила. И все замечательно. То есть я думаю, что этот крой, это у нас первый крой, первое построение. Самое-самое-самое простое. Без всяких выточек, ни нагрудных, ни талиевых выточек нет. Что касается, кстати, воротничка, мы это будем делать уже в последнюю очередь, когда уже все варианты построения я покажу. Какой из этих вариантов выбрать вам, вы уже будете думать сами, решать для себя. Но у меня уже тут есть кое-какие заготовки, то есть у меня уже есть спинка, я ее уже прорисовала, линии вот эти я провела дальше. То есть мы будем с вами уже в следующей части разбирать полочку с нагрудной выточкой. Ну и уже после у меня опять же есть заготовка уже готовая, где мы будем с вами добавлять выточки талиевые и уже будем по ним, по этим талиевым выточкам делать рельефы. Ну а на следующей части, то есть в следующем видео мы будем с вами строить полочку с выточкой. На сегодня я с вами уже прощаюсь, заканчиваю. Надеюсь, что вам было все понятно, все подробно рассказала, описала. Если что, вдруг какие-то вопросы будут, обязательно задавайте, не стесняйтесь. И лучше задавать вопросы в телеграм-канале. Ссылочку обязательно оставлю в описании под этим видео. Телеграм-канал, подписка совершенно бесплатна, но очень удобно. Подписывайтесь. До новых встреч!